Приветствую вас, жители Суперземли. На связи Кайрон. Сегодня на повестке дня у нас внезапный прорыв жуков штамма Хищник сразу на нескольких стратегически важных планетах, и связанный с этим новый главный приказ. Ответы главы отдела контроля качества и тестирования Arrowhead, касающиеся фикса стелс-чарджеров, летающих торс-дайверов, баланса акселераторной винтовки Killzone, некоторых подробностей следующего патча, а также другие не менее интересные новости. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Начнем с ответов работников студии Arrowhead в официальном дискорде Helldivers 2 и в комментариях на Reddit. Большая часть информации о следующем обновлении поступила от главы отдела QA с никнеймом Джоджо. Стелс-чарджеров в ближайшем будущем ждет заслуженный фикс. Проблемы со звуком тоже в списке на исправление. Напомню, что еще до того, как разработчики скрыли содержимое сборок на сайте Steam Database, 14 января этого года в работе находилась тестовая версия игры с обширным исправлением аудио, о котором и говорит название этой сборки и количество файлов в ней. Похоже, скоро настанет ключевой момент, и мем с чарджером в махровых тапках станет историей, которую адалазы будут вспоминать с улыбкой. Призраки демократии с большой долей вероятности тоже перестанут бегать по полю боя, ведь по словам Джоджо, проблема торс-дайверов может быть скоро решена, что станет ясно только после внутренних тестов. Потенциальный фикс торс-дайверов уже в работе, сегодня его нужно немного протестировать. Решение проблемы с торс-дайверами также может помочь с ошибкой выживания врагов после получения урона, который должен был быть смертельным. Помимо этого, разработчики все же пофиксят баг с пропуском перезарядки R36 извергателя с помощью переключения на дополнительный слот. Думаю, что сегодня мы исправили отмену анимации на извергателе. Лично я этим багом вообще не пользовался, но множество раз слышал, как любители извергателя таким образом намного быстрее стреляли из него. Виброотклик на геймпаде PS5, как оказалось, тоже имеет проблемы. Например, один из игроков сообщил, что при использовании стратегемного огнемета Flame 40 данная функция не работает. Глава отдела QA ответил так: мы зафиксировали несколько проблем с тактильной отдачей. После того, как закончу обедать, просмотрю. Весьма спорную по отзывам игроков снайперскую винтовку Plus 39 из коллабы с игрой Killzone возможно ждет небольшой ребаланс. Акселераторная винтовка действительно отстой, и я пару раз говорил об этом людям, работающим над балансом. Что они сделают, вам предстоит увидеть. Лично я считаю, что эта винтовка в плане нанесения урона с выстрела далеко не отстой, потому что с ее помощью можно даже сбивать летающие дроны автоматонов. Ее главная проблема в отсутствии комфорта стрельбы из-за 3 вылетающих снарядов подряд. Если бы у нее хотя бы было переключение режимов стрельбы с очереди на одиночные, стало бы намного лучше. Также Джоджо в очередной раз убедил всех, что уже в следующем патче будет решено много критичных проблем. Без тизеров, но сглаживание будет исправлено, и вообще я делаю все возможное, чтобы исправить как можно больше ошибок. Производительность тоже не осталась без внимания. Это же подтверждает на Reddit и другой разработчик студии Arrowhead, который подписывается как Алекс Б. Мы работаем как над производительностью для ПК, так и для PS5. Следующее обновление будет довольно насыщенным, так что предстоит оптимизировать множество аспектов. Я не могу сказать, что ситуация улучшится на 100%, но я надеюсь, что мы сможем потихоньку возвращаться в нужное русло с каждым обновлением. Думаю, многие из вас согласятся, что ответы Алекса в принципе намного лучше обычных арроухэдовских «мы передадим команде», «обсудим» и так далее. И в этом сообщении он четко дает понять, что следующий патч явно будет не проходным, а наполненным контентом. Этот тезис подтверждает и Джоджо, но более размыто. Я не могу разглашать новый контент, скажу лишь, то, что мы готовим, приводит меня в восторг. Как говорят дети, это погерс. Из того, что уже давненько находили датамайнеры в файлах игры и над чем последнее время велась работа, это система кастомизации и модификации оружия с прицелами, штыками и глушителями, пушка-стратегем для мехов, а также новые задания и юниты иллюминатов. Кстати говоря о них, комьюнити-менеджер Баскинатор сообщила вот такую занятную информацию. Долгое время непрерывной шлифовки, переработки и разработки концепций. Они прошли долгий путь. Думаю, многие из вас заметили, что ранние прототипы просветленных немного отличаются от их релизных версий, по большей части в плане внешнего вида, а вот умения и способности обычно сохраняли без изменений с самого начала разработки. Так что, думаю, тот же иллюзионист или маг будет отличаться от своей ранее найденной версии только в плане внешки.
Хеллдайверы успешно завершили вторую экспедицию во мрак. Командование инициировало строительство новой сущности – генератора репульсионного гравитационного поля, который раз и навсегда сможет побороть угрозу сингулярности Меридий. Согласно итогам прошлого приказа, после очередной успешной экспедиции адских десантников во мрак, план по остановке меридианской сингулярности достиг финальной фазы. На Пелине 5 началось строительство первого в галактике генератора репульсионного гравитационного поля. Он разработан на основе захваченной технологии темной энергии просветленных и запитан от огромного количества E710. Новый генератор будет теоретически способен выработать достаточно отталкивающей гравитации, чтобы остановить движение червоточины раз и навсегда. Хотя строительство данного экспериментального прибора и займет некоторое время, это смелое применение теоретической геометродинамики знаменует поразительный технологический прогресс. Некоторые задаются вопросом, насколько опасным может быть использование практически неизученных инопланетных технологий. Эти сомнения можно понять, но астрофизики научного центра уверены, что любые непредвиденные риски уже успешно сглажены. Лишь одно последствие известно наверняка – вновь укрепленное превосходство и безопасность управляемой демократии. Однако успех наших исследований мрака подстегнул хищный штамм терминидов напасть сразу на несколько стратегически важных планет. Как гласит брифинг нового приказа, крайне важная информация. Несколько планет на границе с мраком подверглись внезапному нападению мутировавших терминидов. Все адские десантники должны немедленно отправиться на их защиту. Внешний вид атакующих и их методы нападения совпадают с описанием штамма «Хищник». Похожей атаке в прошлом подвергся научный центр. Масштаб атаки говорит о том, что этот смертоносный штамм стремительно распространяется внутри мрака. Нападения произошли практически сразу же после недавней научной экспедиции во мрак. По итогам разбирательства взаимосвязь между экспедицией и этими нападениями не обнаружена. Варварские беспричинные атаки заставили обратиться в бегство невинных граждан, храбро боровшихся на границе с мраком за свои мечты. Их единственное спасение – адские десантники. На данный момент атака на планету Фенрир-3 была успешно отражена, и наш научный центр снова находится в безопасности. Ситуация на Кримсике стабильна. Захват жуков был заблокирован орлами ДКС, в результате чего мы в конечном счете отобьем и эту планету. Намного печальнее дела обстоят на Эскер. Уровень вторжения очень высок, и мы с большой вероятностью потеряем влияние на этой планете. Но во всяком случае отразить 2 атаки из 3 – это весьма хороший результат. Также напомню вам, что штамм Хищник весьма силен и опасен. Я рекомендую брать с собой на каждую вылазку вооружение, накладывающее эффект стана или дезориентации, чтобы утихомирить быстро бегущие на вас толпы разъяренных сталкеров и охотников. Например, в основной слот можно взять энергетический АРК-12 налетчик, который может атаковать сразу несколько целей, или зажигательный дробовик СГ-451 барбекю, который наносит дополнительный урон от огня, а также газовую или оглушающую гранату. В таком случае у вас будет больше шансов выжить при внезапном нападении патруля или прорыва хищников. Ассортимент самого демократичного и честного супермагазина на ближайшие дни состоит из набора тяжелой медицинской брони ЦМ-17 с расширенным паком под стимы, легкой сервоприводной брони СЦ-37, увеличивающей дальность броска на 30% и здоровье конечностей на 50%, набор инженерной брони легкая ЦЕ-67, средняя СЦ-15 и легкая ЦЕ-74 с пассивным эффектом на плюс 2 слота под гранаты и уменьшение отдачи сидя и лежа, а также набор средней брони Б-24 с эффектом укрепления, который дает 50% резист к урону от взрывов и улучшение отдачи сидя и лежа. Личный приказ на ближайшие сутки уничтожить 15 врагов демократии с помощью стратагемы Копье. Переходим к нашей постоянной рубрике «Комментарии подписчиков под прошлым видео». Открывает рубрику на сегодня сообщение от Кирасин. О да, мои любимые видео по теме. Ну ребят, нам известны проблемы. Терпите. На самом деле, роухедовцам не остается ничего, кроме как успокаивать игроков и говорить, что все наладится, пока они некоторое время исправляют все критичные ошибки. Быстро выпустить фикс у них не получится из-за малого количества штата, а расширяться они не хотят. Вот такой замкнутый
замкнутый круг. Второй комментарий от Zig the Hunter. Туман во время выхода Silent Hill на PS1 помогает оптимизации, так как без него было нереально создать игру того времени, которая бы не фризилась при открытом пространстве. Туман в 2025 году у Arrowhead на PS5 и ПК нагружает процессоры, видеокарты, создавая еще большие проблемы в и без того проблемной игре. Просчитались? Но где? Самое забавное на самом деле не это. Разработчики много раз отвечали, что эффекты очень сильно просаживают FPS, но при этом уже очень долгое время при уничтожении шатуна завода автоматона в воздухе висит 2D-шный эффект огня, который жрет кучу кадров, если смотреть прямо на него. А при уничтожении 4-5 таких шатунов эти эффекты накладываются и становятся черной дырой для оптимизации. Не думаю, что они не знают об этой проблеме, но по какой-то причине в упор ее игнорируют. Следующий комментарий от ZXC-CXZ. По мехам было бы проще сделать одну стратегему с возможностью настройки вооружения в меню. Условно говоря, возможность собрать то, что нравится, из разнообразных деталей. Я уже давно предлагал эту идею полностью настраиваемых мехов, только я не ограничил бы их одной стратегемой, а поделил бы на пару классов. Четвертый комментарий от Град. Похоже, ученые суперземли заселили тайком планеты мрака дружелюбными споровыми мусорщиками, ибо я не могу понять то, почему мусорщики при подходе к игроку тупо стоят рядом с ним и не атакуют, ну или просто бегают за игроком. Видимо, ИИ у них полностью сломан. Да, рассказывал об этих случаях в прошлых видео. Похоже, жуки хотят пойти на мировое соглашение, однако они, видимо, забыли, что мы пленных врагов демократии не берем. И последний на сегодня комментарий от Читас. Мне бы хотелось увидеть автоматонских жуков. Сталкер, который ударяет раскаленными лапами, нанося огненный дамаг, мусорщики с маленькими лазерными пушками, воины с лобовой броней и пилами, страшулья с усиленной лобовой броней и лазерными дробовиками, чарджер, например, с глушилками, либо же в полный жир, пронзатель пусть будет с броней у глазок, желчный титан с огнеметами. Я понимаю, что разработчикам это не надо, как и комьюнити, но вот просто ради интереса, как бы это все выглядело. Рафланул, когда представил мусорщика с лазерными пушками. Благодарочка за хорошее настроение. А на этом у меня пока все, друзья. Не забывайте ставить свой адско-десантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.